Слайд посвящен муниципалитету Агиос де Медиус. Мы видим, вот как он отрисованный, опять же, на карте. Google Map его так отрисовывает, границы данного муниципалитета. И будем говорить здесь уже, друзья, я выборку и новое, и старое жилье. Здесь, конечно, ну, больше, наверное, старого жилья, хотя новое тоже присутствует. Но для того, чтобы выборка была репрезентативная, могу сказать, что за январь месяц только по данному городу муниципалитету порядка, по-моему, 2000 объектов жилой недвижимости мы зафиксировали. То есть все, что я делаю с помощью софта или программа. Olymp News она называется. У меня есть на нее авторское право. Патент зарегистрирован, естественно, в Украине. Тогда я жил еще в Украине, когда начал исследовать рынок недвижимости Кипра. И, друзья, эта программа работает с большими цифрами. То есть выборка больше 2000 объектов говорит о том, что выборка релевантная и статистическая погрешность, если выбирается достаточно правильно класс недвижимости, она, ну, к нулю свести ее нельзя, конечно, но она незначительна абсолютно. Поэтому все статистические данные обрабатываются программой Olymp News. Вы также можете посмотреть в открытом доступе. У меня, ну, выставлено все, так сказать, и авторское право, и патент, и все остальное. Поэтому, друзья, я не пальцами, не руками, как любят писать риэлторы. У нас самая большая база данных на острове Кипр. И вот, в общем-то, ну, хорошо, большая база данных. Но в любом случае, все данные, которые попадают в Базараки, да, а это тоже достаточно большой ресурс, мы его, кстати, мониторим. И мониторим с 2019 года, я прошу прощения, да. То есть достаточно давно. И вот эти все циклы развития рынка недвижимости, я уже, ну, как бы вижу их. И будем, наверное, ну, может, через месяц, через два будет у меня серия, так сказать, видео, посвященных ретроспективе, что произошло с доковидного периода с недвижимостью в той или иной провинции. Я думаю, это будет интересно и для компаний-застройщиков, которые там что-то где-то строят, да, и для людей, которые просто хотят или купить, или продать. Итак, опять же, много слов. Давайте, выборку попало и новое, и старое жилье за месяц. 0,22% рост, 2260 евро средняя стоимость квадратного метра. По локациям, друзья, можете посмотреть, вот здесь они, вы видите, да, локации этого города-муниципалитета. Я имею в виду ценовые зоны. Переходим к следующему слайду и посмотрим, что же произошло с данным городом-муниципалитетом на протяжении 12 месяцев. Январь 2025 года 2178 евро и январь 2026 год 2026 евро за квадратный метр, что показало вполне себе нормальную динамику роста, плюс 3,77%. Можете посмотреть вверху, здесь вверху, или же внизу подытоживающие данные. Итак, переходим к следующему городу-муниципалитету. Это муниципалитет Страволос. Также отрисованы границы его, Google Map так отрисовывает. Также в выборку и новое, и старое жилье попало. Рост за месяц плюс 0,25%. Стоимость, видим, что 1989 евро за квадратный метр. Ну и, так сказать, ценовые зоны, которые входят в муниципалитет Страволос, вы тоже можете прочитать. И среднеарифметическое число, еще раз повторюсь, на январь 2026 года 1989 евро стоимость квадратного метра, рост за месяц плюс 0,25%. Давайте посмотрим, что произошло за год в данном городе-муниципалитете. Видим, что в январе 2025 года 1915 евро за квадратный метр, в январе 2026 года 1989 долларов за евро за квадратный метр, я прошу прощения. Что показало, если внизу посмотрите, динамику роста плюс 3,82%. То есть вполне адекватно себя ведет рынок недвижимости данного города-муниципалитета. А следующий город-муниципалитет – это Локотомия. Видим, значит, его границы на карте, где он расположен.
Период сравнения всего лишь один месяц будет. У нас декабрь 2025, сравниваем с январем 2026 года. Жилье новое и старое плюс 0,23% за месяц роста. Также мы видим, что средняя стоимость 2074 евро за квадратный метр. Что за месяц, внизу красная черта, показала нам незначительную, но динамику роста 0,23%. Ну а теперь посмотрим, что произошло за год с данным городом-муниципалитетом. Видим, что в январе 2025 года это было 2011 евро за квадратный метр. И в январе 2026 года 2074 евро за квадратный метр. Что показало, друзья, нам динамику роста плюс 3,15% в годовом измерении. Ну, то есть вполне нормально себя ведет адекватно рынок недвижимости.